Всем привет! Добро пожаловать на канал Ресницы Онлайн. Меня зовут Виктория. Сегодня я хочу показать вам построение лисьего эффекта в объеме 2,5D. Давайте посмотрим на глаза до наращивания. Девушка была у меня на наращивании впервые. Она делает ресницы уже длительное время, поэтому у нее был определенный запрос на объем, изгиб и форму. Построение эффекта начинается с определения центра зрачка. Его можно отметить на веке с помощью ручки при открытом глазе. Также его можно увидеть, когда клиент лежит с закрытыми глазами. Центром зрачка будет самая выпирающая зона на веке. После того, как я определила центр, я начинаю распределять длины от 6 до 12. Во внутренней части глаза до центра будут длины от 6 до 8, во внешней части глаза от центра будут длины от 9 до 12. Девушка пришла с нарощенными ресницами. Первым этапом будет снятие ресниц. Я всегда выполняю его кремовым ремувером. У меня есть отдельное видео, где вы можете посмотреть полный процесс снятия ресниц. После того, как я полностью сняла остатки ремувера с глаз и вытерла насухо ресницы ватными палочками, я всегда отправляю клиента тщательно промыть глаза с помощью пенки для умывания. Когда я начинаю приклеивать патч, я обращаю внимание на структуру ресниц. Уже на этом этапе можно понять, будет ли наращивание сложным или наоборот легким. У девушки ресницы растут на хорошем расстоянии друг от друга. Также можно заметить, что пушковых ресниц не так много. А это значит, что процесс наращивания будет несложным. По центру глаза есть несколько ресниц, которые находятся в фазе роста. Их легко заметить, так как они гораздо короче по сравнению с большей частью ресниц. Обычно самостоятельно так не выпадают ресницы. Скорее всего, девушка потерла глаз и могла вырвать несколько пучков с родными ресницами. Я стараюсь всегда предупреждать клиента о том, что есть ресницы в фазе роста, и они отрастут очень быстро. После того, как я сделала изоляцию нижних ресниц, перейдем к обзору схемы. Я в работе обычно не рисую схему на патче, поэтому сделала для вас схему в редакторе. Синяя линия – это центр зрачка. Как вы видите, он сдвинут от центра глаза чуть ближе к носу. От него я распределяю длины во внутренней и внешней части глаза. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нужно ли рисовать схему для вас, чтобы вы видели, в каких местах и какие длины я наращиваю. Я решила немного подтянуть с помощью силиконового пластыря внутренний уголок, чтобы лучше видеть основание ресниц. Если вы делаете подтяжку века, не забывайте проверять, не открылся ли глаз. После обезжиривания и прочесывания ресниц я приступаю к наращиванию. Девушка ранее делала объем 2,5D, и мы с ней решили оставить такой же объем. Так как нет никаких проблем с густотой ресниц, я просто буду чередовать двойные и тройные пучки. А вот если у клиента ресницы растут неравномерно, где-то реже, а где-то гуще, то в зоне редких ресниц я буду делать тройные пучки, а где ресницы растут часто, я буду делать двойные пучки. Но обязательно у таких клиентов нужно проверять равномерность густоты наращенных ресниц с помощью зеркала, чтобы не получилось, что в какой-то зоне у вас объема больше, а в какой-то зоне объема меньше. Посмотрите, в какой очередности я наращиваю ресницы. Обычно я приклеиваю несколько ресниц с одной стороны, потом несколько ресниц с другой. Иногда я могу наращивать по одной реснице с каждой стороны. Все зависит от того, насколько удобно расположены ресницы в уголках. По центру обычно ресницы растут удобно, поэтому в этой зоне я могу нарастить с одной стороны 5 штук и с другой стороны 5 штук. Такой способ наращивания дает больше времени на просыхание клея, и в конце, когда я делаю проверку, у меня практически не будет склеек. Также при таком способе выстраивается правильное направление.
На сегодняшний день объемное наращивание я делаю редко, так как большинство моих клиентов любят натуральное наращивание, а некоторые и вовсе перешли на ламинирование ресниц, хотя лет 5 назад было сложно уговорить девушек на классику или полуторный объем. Но есть девушки, которым действительно очень подходит яркое эффектное наращивание, и, конечно, нет никакого смысла уговаривать их переходить на меньший объем. Но я все же больше предпочитаю небольшие объемы. Наверное, это одна из причин, почему ко мне приходят клиенты чаще за натуральным наращиванием. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки, задавайте свои вопросы и подписывайтесь на канал. Всем пока!